Привет, друзья! Сегодня события складываются так, что Германия, Европа и весь мир снова оказываются в центре внимания. От неимоверных громких протестов в Мюнхене, где тысячи протестующих требуют ускорить отказ от ископаемого топлива, до презентации первого аккумуляторного поезда, который обещает изменить региональные перевозки. А в Соединенных Штатах Америки президент Дональд Трамп неожиданно вводит налог, внимание, в $100 тысяч на рабочие визы. Это решение, которое может перевернуть рынок технологий и стартапов в Америке. В Берлине готовятся переименовать улицу в честь канцлера Гельмута Коля, а свежие рейтинги показывают невероятные результаты. Альтернатива для Германии впервые обгоняет традиционные партии. Тем временем в Китае автомобильный сектор сталкивается с серьезными вызовами перепроизводства, и эксперты говорят о рисках новых крупных финансовых трудностей для автокомпаний. И все это на фоне горячих споров в Берлине о миллиардах на автомагистрали. Обо всем этом прямо сейчас. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе последних новостей Германии и Европы и ничего не пропустить. Итак, в Мюнхене около 1500 человек вышли на акцию, организованную движением «Пятницы ради будущего». Участники требовали ускорить отказ от ископаемого топлива и перейти на возобновляемые источники энергии. На плакатах можно было увидеть лозунги «Откажитесь от газа» и «Выбирайте будущее». По данным полиции, мероприятие прошло мирно, но вызвало значительные пробки в центре города. Организаторы заявили, что протест направлен против замедления климатической политики федерального правительства канцлера Мерца и земельных властей Баварии. Они подчеркнули, что Германия обязана активнее сокращать выбросы, чтобы выполнить цели Парижского соглашения. И еще интересные, новые, неожиданные новости. В Германии презентован новый аккумуляторный поезд, который с 2026 года начнет курсировать по региональным маршрутам в земле Рейнланд-Пфальц. Проект реализуется при поддержке компании Deutsche Bahn Region AG и объединения общественного транспорта Южного Рейнланд-Пфальца. Новый двухсекционный поезд длиной, внимание, около 55 метров способен развивать скорость до 140 км в час и вмещает 172 пассажира. Это на 20 мест больше, чем предыдущие дизельные составы. Он будет работать на участках с электрифицированными путями, заряжая аккумуляторы, которые затем обеспечат движение на неэлектрифицированных участках. Для зарядки необходимы специальные установки, так называемые островные контактные сети, которые должны быть установлены до конца 2029 года. В пилотном режиме новые поезда начнут курсировать с весны 2026 года. С середины 2026 года они заменят дизельные составы на региональных линиях. По оценкам объединения общественного транспорта, использование новых аккумуляторных поездов позволит ежегодно экономить около 6 миллионов литров дизельного топлива. В общей сложности планируется эксплуатация, внимание, 44 таких гибридных поезда. Далее новость, на которую стоит обратить внимание. Президент США Дональд Трамп ввел новый налог на рабочие визы, который вызвал недовольство в технологическом секторе. Согласно новому постановлению, компании должны будут платить, внимание, по $100 тысяч США ежегодно за каждого иностранного сотрудника, нанятого по визе H1B. Эта виза традиционно используется для привлечения высококвалифицированных специалистов, особенно из Индии. Трамп утверждает, что технологические компании будут рады нововведению, однако его министр торговли Говард Лайтник пояснил, что цель нового налога – сделать экономически нецелесообразным привлечение иностранных работников без опыта. По его словам, компании должны будут оценить, стоит ли нанимать иностранца, если к его зарплате добавляется дополнительная плата в $100 тысяч. Вместо этого они могут предпочесть нанять американского специалиста. Напомню, ранее многие стартапы в Силиконовой долине использовали H1B визы для привлечения иностранных работников, обучая их и интегрируя в свои команды. Теперь с введением нового налога они могут столкнуться с дополнительными финансовыми трудностями. Кроме того, Трамп подписал указ о введении так называемой «золотой карты», которая позволит иностранцам получать право на постоянное проживание в Соединенных Штатах Америки при инвестировании $1 миллиона. Также планируется введение платиновой карты, которая предоставит право на пребывание в стране до 270 дней в году при инвестиции в $5 миллионов. При этом такие инвесторы будут освобождены от уплаты налогов на доходы, полученные за пределами Соединенных Штатов Америки. Эти меры вызвали обеспокоенность среди технологических компаний, которые теперь сталкиваются с дополнительными финансовыми барьерами при привлечении иностранных специалистов.
А дальше еще интереснее. В честь 35-летия объединения Германии в Берлине появилась улица, названная в честь бывшего канцлера Гельмута Коля. Хофе-Геральде в районе МИТа будут переименованы в Гельмут-Коль-штрассе. Об этом сообщил председатель Берлинского отделения Христианско-демократического союза и мэр города Кай Вегнер. Он подчеркнул, что это большая улица для великого человека, отметив вклад Коля в объединение Германии. Переименование планируется осуществить в конце сентября в рамках подготовки к юбилейным мероприятиям. Напомню, Гельмут Коль, канцлер ФРГ с 1982 по 1998 год, сыграл ключевую роль в процессе объединения двух немецких государств, однако его политическая карьера также была омрачена скандалом с партийными пожертвованиями. Тем не менее, его вклад в объединение страны остается неоспоримым. Переименование улицы в Берлине является частью мероприятий, посвященных к 35-летию объединения Германии. Ранее, напомню, в 2010 году в честь Коля был открыт мемориал в Берлине, а в 2018 году в его родном городе Спайере был установлен памятник. Теперь с появлением улицы его имя будет увековечено и в столице страны. И это еще не все. Появился новый необычный рейтинг партий. В Германии партия «Альтернатива для Германии» АДГ впервые обогнала Христианско-демократический союз ХДС и Христианско-социальный союз ХСС в рейтинге популярности. Согласно последнему опросу, проведенному исследовательским институтом Инса для газеты Bild, АДГ «Альтернатива для Германии» набирает внимание 26% голосов, тогда как ХДС и ХСС остаются на уровне 25%. Это означает, что «Альтернатива для Германии» АДГ теперь является самой популярной партией в стране. Социал-демократическая партия Германии СДПГ немного улучшила свои позиции, увеличив поддержку до 15%. Зеленая партия потеряла 1% пункт и теперь составляет 11%, в то время как левые остаются на уровне тоже 11%. Союз Сары Вагенкнехт и Свободно-демократическая партия не преодолевают барьер в 5% и, вероятно, не попали бы в Бундестаг. А дальше еще неожиданнее. Если бы выборы состоялись сегодня, правительство, состоящее из ХДС, ХСС и Социал-демократической партии Германии, получило бы лишь 40% голосов и не смогло бы сформировать коалицию. А вот что интересно, если бы была альтернативная коалиция, например, из СДПГ, левых и зеленых, она бы набрала 37%, что также недостаточно для большинства. Однако возможная коалиция между ХДС, ХСС и «Альтернатива для Германии» АДГ получила бы, внимание, 51% голосов, обеспечив стабильное парламентское большинство. Эти результаты подчеркивают невероятные изменения в политическом ландшафте Германии и ставят под сомнение традиционные коалиционные модели. И еще одна важная мировая автомобильная новость, которая показывает реальную обстановку в экономике такой мощной страны, как Китай. Китайская автомобильная промышленность сталкивается с серьезными проблемами из-за чрезмерной производственной мощности и недостаточного нового спроса. Страна производит, напомню, около 50 миллионов автомобилей в год, в то время как внутренний рынок потребляет лишь около 30 миллионов. Это приводит к накоплению непроданных автомобилей, которые часто продаются по заниженным ценам или экспортируются как, внимание, БУ автомобили, несмотря на то, что они новые. Многие автопроизводители, такие как BYD, Geely и Great Wall, вынуждены снижать цены на свои модели, чтобы стимулировать спрос. Например, BYD снизил цены на 22 модели до 34%. А Geely предупредил о серьезной перепроизводственной ситуации в мировой автомобильной промышленности. Это приводит к усилению ценовой конкуренции и сокращению прибыли. Кроме того, дилеры сталкиваются с проблемой накопления непроданных автомобилей, что приводит к финансовым трудностям и необходимости искать альтернативные способы продаж, включая экспорт. Некоторые компании прибегают, скажем так, к креативной бухгалтерии, чтобы соответствовать производственным и финансовым целям. Эксперты считают, что в ближайшие годы китайская автомобильная промышленность может столкнуться с заметным сокращением числа производителей и неимоверными финансовыми трудностями компаний. Для решения проблем необходимы структурные реформы, направленные на снижение производственных мощностей и стимулирование внутреннего спроса.
И это еще не все. Министр финансов Германии Ларс Клинбаль, СДПГ, Социал-демократическая партия Германии, ответил своему коллеге, министру транспорта Патрику Шнайдеру, Христианско-демократический союз, на его призыв о дополнительном финансировании для строительства и расширения автомагистралей. В письме, которое стало известно прессе, Клинбаль потребовал от Шнайдера предоставить подробную информацию о расходах на дорожные проекты, а также сообщить о текущем состоянии законопроекта, направленного на ускорение планирования и утверждения инфраструктурных объектов. Напомню, Шнайдер ранее выразил обеспокоенность по поводу дефицита в размере около 15 миллиардов евро в бюджете на период с 2026 по 2029 год, что может затруднить реализацию запланированных дорожных проектов. Он отметил, что без дополнительных средств невозможно будет начать строительство ряда объектов, для которых уже ожидается получение разрешений. В ответ Клинбаль подчеркнул, что финансовые рамки для дорожного строительства были заранее согласованы и ответственность за приоритетность и распределение средств лежит именно на Министерстве транспорта. Он также указал на необходимость более эффективного использования уже выделенных средств и соблюдения установленных бюджетных ограничений. Этот обмен мнениями между министрами отражает продолжающийся дебат о финансировании инфраструктуры проектов в Германии, где вопросы приоритетности, эффективности и соблюдения бюджетных рамок становятся все более актуальными. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.